Я вас приветствую. Хочу сказать большое спасибо, что вы согласились с нами соединиться и ответить на наши вопросы. Мы были очень рады вас видеть на Славянском базаре, видеть вас вместе с Димашем. У вас получились замечательные кадры, замечательные видео, такие позитивные, такие информативные. Спасибо. Спасибо. И вы, я так понимаю, очень позитивный и оптимистичный человек. Ну, знаете, жизнь, особенно когда началась эта пандемия, обязывает тому, чтобы быть позитивным, потому что если быть пессимистом и так далее, как-то все очень, очень грустно. И так все грустно, а еще сильнее грустно. Ярким примером позитивизма это был Славянский базар, 30 лет, несмотря на все проблемы, глобальные проблемы, которые творятся. Туда съехались действительно друзья, которые имели возможность встретиться на белорусской гостеприимной земле. Тем более меня со Славянским базаром связывает 23-летняя дружба. Я впервые 23 года назад меня пригласили на фестиваль, и первое мое выступление было с оркестром, государственным оркестром под руководством Михаила Финберга. И после этого меня начали приглашать и как члена жюри, и как председателем жюри, и с разными различными программами, участников в программе. И постепенно я стал руководителем или официальным представителем Славянского базара на территории Молдовы и Румынии. Я провожу национальные отборы. Ну и в очередной раз, когда мы приехали на Славянский базар в 2015 году, это была первая наша встреча с Димашем. Причем мне долго не надо убеждать, хороший певец или нет. Буквально с первых нот я почему-то почувствовал, что это действительно будущая мировая звезда. Хотя в жюри были немножко другого мнения, там были маленькие трения у людей. Даже я помню, мы встретились после первого дня и пообщались с членами жюри, которые были тогда. И я высказал свое мнение, уже сказать, как имея опыт в этой области, и сказал, что я все прекрасно понимаю, каждый человек имеет право дать голос за любого конкурсанта, но когда речь идет о уникальном голосе, о уникальном феномене, потому что другого слова я не мог тогда найти, потому что это действительно был феномен, причем феномен натуральный, не искусственный, с помощью компьютерной техники, а все это было воочию, и тем более и зрители это восприняли очень хорошо. И я очень рад, что в 2015 году все-таки так звезды сошлись, и Димаш занял гран-при. После этого я видел, как мне было интересно следить за его карьерой, я видел, как он растет, как он участвует в различных международных конкурсах. И буквально через пару лет я был председателем жюри на детском конкурсе в Славянском базаре, и Димаш был в моей команде. Он представлял как член жюри от Казахстана. В тот год было очень много талантливых людей, которые участвовали на Славянском базаре, они занимали призовые места, и им была оказана честь, чтобы они были членами жюри от своих стран. Было очень здорово с ними работать, креативно. Мы тогда тоже выступали на одной сцене. В любом случае жизнь продолжается, у каждого свой карьерный рост, у каждого свои гастроли, свои планы, но очень приятно встречаться на Славянском базаре и делиться всеми впечатлениями или, допустим, все, что произошло за тот период, когда мы не виделись. На ваш взгляд, у вас сейчас такой очень большой, получается, опыт работы в жюри Славянского базара. Нынешние конкурсанты, каковы они были, если мы немножко отвлечемся от Димаша? Вы знаете, в каждый год конкурсанты, все зависит от меры подготовки и ответственности, как они относятся к этому конкурсу. Есть много конкурсов, и я не только на Славянском базаре участвую, меня приглашают и на различные конкурсы и в Испании, и в Америке, и в разных странах, и у себя в Молдове. Но
Славянский базар отличается от том, что это действительно песенный, вокальный конкурс. Это не надо делать какое-то шоу, это не надо с помощью каких-то спецэффектов покорять людей, это надо просто выйти и спеть. И поэтому в этом году действительно тоже были очень хорошие конкурсанты. И в очередной раз Казахстан показал, что страна богата талантами. И участница из Казахстана, она с большим отрывом, и причем без всякой, скажем так, лишней демагогии среди членов жюри, у нас как-то одновременно у всех. Вообще, я хочу сказать, уникальная команда в этом году была. Уникальная. Это и Сергей Пенкин из России, и Майкл Пома из Италии, и Таисия Павали, и даже наш друг Патрик, группа «Атаван», который иногда ничего не понимал, о чем мы говорим, но всегда говорил «yes, yes, yes», потому что действительно, когда талантливые люди выходили и пели, для этого не нужны были переводы, не нужны были всякие средства для того, чтобы донести это действительно. И вы Люди очень понимали друг хорошо друга с воспринимали. полуслова. Мы понимали с полуслова, и действительно, что творится внутри каждого жюри. В любом случае есть какие-то свои мнения, какие-то различные взгляды, и если вы заметили, оценки всегда расходились. Но когда действительно выходит талантливый человек или талантливая певица, основная масса, в основном, если вы заметили, максимально 10 баллов поднимается легко, потому что нет ни угрызения совести и нет ничего, никаких договоренностей, потому что все это идет натурально, все это естественно. В чем и отличие Славянского базара, что оценки выставляются сразу. Это говорит о том, что жюри профессиональное, каждый имеет свой опыт в том или ином, в той или иной профессии. Почему? Потому что это и композиторы, и певцы, и исполнители. Как бы разные люди, которые, в принципе, их объединяет одно – профессионализм и любовь к своему делу. Поэтому в этом году, безусловно, гран-при ушло в Казахстан. Казахстан очень заслуженно. И действительно девушка очень старалась и показала себя прекрасно. Значит, Димашу было в какой-то степени легко судить. Вы понимаете, как каждый член жюри, чтобы вы понимали, есть такое неписанное право. Идея и всегда, может быть, 1 балл, естественно, автоматически даешь своей стране, но опять же, если человек заслуживает. Поэтому как бы здесь получилось так, что если первое место взяла Сербия, они шли, кстати, в первый день, имели одинаковое количество баллов. Но второй день всегда расставляет совсем другую картину, показывает, и совсем другие могут получиться результаты. Потому что некоторые на пике успехов первого дня, они начинают расслабляться, они немножко уходят от действительности, и это очень сказывается на втором дне. Вот что произошло, допустим, с участницей из Сербии. Они были одинаковые, они были одинаково хороши, но вот на второй день вот как-то она нас не убедила. Но все равно первое место, я считаю, тоже очень хорошее и очень достойно для этой исполнительницы. Да, было заметно. Я хотел бы задать вопрос, я теперь просто в панике, что у нас так мало времени. Славянский базар имеет такую стабильную репутацию высокую, да, в странах бывшего Советского Союза и в странах, где говорят на славянских языках, много лет уже, да. Но почему, в чем секрет, на ваш взгляд, успеха, международного успеха Димаша, всемирного? Потому что не каждый победитель Славянского базара становится всемирно известным исполнителем. Мне кажется, здесь комплексом надо подойти. Я знаком с его семьей, знаком с его родителями, с его талантливой мамой, которая прекрасно поет, прекрасный отец, который тоже музыкант. И мне кажется, это все в комплексе. Плюс я заметил одну вещь, тенденцию участников из Казахстана. Вот есть какое-то природное, генетическое, я бы сказал, умение петь. Да? Ну, степи у вас большие, люди выходили, микрофонов не надо было.
эй, эй, кричали там и так далее. Это развивало. Это, конечно, я утрирую, Может быть, шучу. Но я хочу сказать, что я вот часто смотрел у детей очень хорошие задатки, да, и у взрослых. И практически Казахстан на всех международных форумах музыкальных, они очень достойно себя представляют. Действительно, Димаш является пока что единственный, который может претендовать на мировую звездность. Это действительно. Хотя очень многие исполнители, которые были неизвестны в своей стране и после Славянского базара становились достаточно знаменитыми и потом получали звания и признательность не только в своей стране, и за рубежом. Вот. Наверное, ему очень здорово повезло. Он попал в правильную страну, которая называется Китай, где очень большой, скажем так, информационный поток и очень большая аудитория. И это был сильным толчком для него. Естественно, уже потом была Америка, потом и все другие страны и так далее. Но я считаю, Славянский базар является одной той ступенью для взлета для любого исполнителя, тем более для Димаша, который продемонстрировал. И давайте не будем забывать, что ведь смотрит не только белорусский зритель, но благодаря возможностям современным этот фестиваль смотрит практически в 120 странах мира одновременно. И он на сегодняшний день очень большой интерес к нему проявляет. Почему? Потому что, если вы заметили, в последние годы не только славянские страны участвуют, но и приезжают с дальнего зарубежья. Спасибо большое. Мы уже перешли, наверное, границы. Или еще можно маленький вопрос? Или как? Я с удовольствием бы еще пообщался, но, к сожалению, действительно, время очень сильно поджимает. Мы желаем вам всего хорошего, и чтобы успешно Спасибо. прошли концерты, и вообще, чтобы Димашу все это прошло. большой привет. Да, и Димашу приезжайте большой в Германию. привет, творческих успехов. Да, И в мы так в Казахстан. шутку. И Казахстану обязательно. В Казахстан, кстати, меня приглашали, я был там несколько раз, очень работал даже с оркестром. По-моему, оркестр вооруженных сил или МВД, не помню, очень хороший оркестр. У меня очень много хороших друзей там. Эдил Хусейнов, который приезжал ко мне на концерт на 30-летие творческой карьеры. Там есть мама Карла, это мы ее так все называем, которая много лет привозит талантливых детей, исполнителей на Славянский базар. Она является, и не только на Славянский базар, но практически на все фестивали мира. Вот. Поэтому я хочу еще раз передать привет Димашу. Мы в шутку так пошутили, что было бы неплохо сделать совместный номер. Может быть, это и состоится, потому что действительно пан-флейта, это инструмент, на котором я играю, он очень созвучный с голосом. Да, И поэтому вот такой музыкальный эксперимент, мне кажется, был бы очень удачным. да. И на Вам молдавском. Будем спасибо очень за то, ждать. что... Да. Спасибо. Вам спасибо за интервью. Молодцы, что вы поддерживаете Димаша и поддерживаете Казахстан и все красивые начинания, которые там происходят.